продвигаемся ко второй лекции. И я учту все замечания, я буду медленнее говорить. I want to talk about why God gave us the synoptic gospels in the way that He did. Я хочу обратиться сейчас в этой лекции вот ответить на следующий вопрос. Почему Господь, Бог, дал нам синоптические Евангелия таким образом, как Он это сделал, как Он дал? Okay, and I want to say that the problem, the synoptic problem, does not begin with the Gospels. Я хочу сделать вводное утверждение. Обратите внимание, вот эти, как бы это кавычки. Проблема не начинается, собственно говоря, с Евангелий. Okay? Достаточно медленно, я говорю, или... могу прибавить. Нині, коли ми знаємо, що ми отримуємо... Да, уже все, что хочешь, можно делать. Да. So now just people say, so maybe you should be a little bit slower. Okay. Okay. No. Because I thought I'm speaking in English, so what I say doesn't really matter. Your translation is what counts, right? Yes. Kind of, yeah. I'm most important here. Yes. Other than Ivan. Synopticity is this is not a real English word. It's a word I invented to describe a particular phenomenon. Синоптичность, такого слова нет в английском языке, это я его придумал. Это копирайтер Ралф, Аллан, Сміт, преподобный. Он придумал и ввел это слово в английский язык. Синоптичность — это тот термин, под которым я подразумеваю множественные истории по поводу тех же самых событий, в основе которых характеристики Писания от самого начала. You got ahead of me. Oops, I just read it. I'm yes, sorry. no problem. That's what I would do too. Parallel stories are a similar phenomenon to multiple stories about the same event. Параллельные истории – это похожий феномен, который описывает те же самые события с несколько разных точек зрения. The reasons that we have synoptic stories lie in the theological and literary structures of the scriptures themselves. There is a deep rationale behind the problem, one that is important for our whole approach to the Bible. Итак, причины, которые лежат вот в этой так званой проблеме, все-таки они коренятся в том богословском и в тех богословских и литературных структурах самого Писания. Есть глубокий смысл за этим феноменом. И это то, что является важным для нашего целостного понимания Библии. Я сделал это. Yes. So, you know, when you read Matthew, Mark, and Luke, you'll read the same story in the three Gospels, and it will sound in some ways very much the same, but in other ways very different. А теперь переводим с птичьего на человеческий язык. Когда мы читаем Евангелие Матфея, Марка и Луки, мы видим, что вроде бы как они пишут те же самые истории, обращаются к тем же самым событиям. И в то же самое время мы замечаем, что материал преподан специфическим образом, представляет его три разных автора. That phenomenon, synopticity, is characteristic of the whole Bible, not just the Gospels. И вот этот вот феномен, который я называю синоптичность, он имеет отношение ко всей Библии, не только к трем Евангелиям синоптическим, а ко всей Библии. Okay? The problem does not begin with the Gospels. Where is the first example of something like a synoptic account? Итак, вот вопрос. Где же лежит эта проблема? Где она начинается? Она не начинается в Евангелиях. Где мы находим самый первый пример так званой синоптичности описаний? And I'm saying it's a basic characteristic from the beginning. Я утверждаю, что это основная характеристика с самого начала. Genesis 1:1 to Genesis 2:3 tells us the story of creation. События в Бытии 1:1 до 2:3 и то же самое описание творения во второй главе 4 по 25 стих. Это описание одних и тех же событий. Genesis chapter 2 verse 4 to 25 tells us the story of creation again.
в Библии, в книге «Бытие», 2 глава, с 4 по 45 стих, снова рассказывает нам о сотворении. Genesis 2:4-25 is the same story of the creation of man that is in Genesis 1:26-31. В Бытии, 2 главе, с 4 по 25 стих, есть описание той же самой истории создания, сотворения человека, которую мы уже видели в описании Бытия 1 главе 26 по 31 текст, стих. But it's also a very different story. Но это описание одного и того же события, но это разные истории, правда? In Genesis chapter 2, there is no intertrinitarian conversation. Let us make man in our image. In Genesis 2, Во there's второй no главе, Trinitarian во conversation. второй главе отсутствует вот это тринитарное или межтринитарное общение. In Genesis chapter 2, Adam and Eve are created separately. Адам и Ева созданы отдельно. There's no mention of the dominion mandate in Genesis chapter 2. Нету вот этого культурного повеления или повеления о владычестве, оно не упоминается. There's an added story about the garden. И еще добавлена история о саде. There's an added rule about eating. И добавлены правила по поводу питания. And so forth. И так далее. So you can see it's the same story, but it's a different story. И вы видите, что та же самая история, но это другая история. The same phenomenon that we see in Matthew, Mark, and Luke. Это тот же самый феномен, который мы видим в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. There's obviously no contradiction. Очевидно, нет противоречий в этом. But sometimes we don't understand the details of the relationships. Но иногда мы не понимаем деталей и взаимоотношений. Okay? Exodus, Numbers, and Deuteronomy have many stories in common where we have the same story that is told from a different perspective. И в книге «Исход», и в книге «Чисел», и в книге «Второзакония» есть описание тех же самых историй, но которые преподаны в другом контексте и с другими комментариями, с другими объяснениями. The most outstanding example is two different versions of the Ten Commandments. Наиболее яркий и разительный пример содержится в том, что у нас есть две версии 10 заповедей. The Ten Commandments were written by the finger of God, but we have two versions. Обратите внимание, это написано перстом Божьим, 10 заповедей, но это две разные версии. The quotation here is from an unbelieving scholar, but I will read it anyway, just so you see the point. Вот этот вот комментарий написан человеком неверующим, но я в любом случае хочу это прочитать. The Pentateuch transmits two, by some counts 3 with Exodus 34, full versions of the Decalogue. Пятикнижие передает две, а по некоторым подсчетам даже 3, если включать Исход 34 главу, полных версий 10 заповедей, 10-словия. These are substantially similar. Они по сути очень похожи. But their differences are so striking as to make one ponder on questions of provenance, chronology, emendation, and redaction, not to mention the flexibility and malleability of the text itself. We can abbreviate that. Матерь Божия, а как я это переведу, Иван? Помогите, пожалуйста. Я просто потерялся. Есть сущностные схожести, есть, по сути они похожи, но есть также их собственные различия, которые настолько яркие, настолько очевидные, что они заставляют читателя удивляться и задаваться вопросом о том, как это произошло, хронологию и одобрение, утверждение этой редакции. И я уже не упоминаю о том, что есть такая гибкость и malleability, и разночтение самого текста. This is the same kind of complaint that Celsus makes about the Gospels. И это тоже, это по сути то же самое жалоба, тот же самый вопль, который издал Цельс
не только который температуру, еще раз, шкалу Цельсия, так был еретик, критик церкви. Он сделал, по сути, то же самое, что вот есть похожие истории, и они различны в то же самое время. So Exodus says, remember the Sabbath day. Deuteronomy says, keep the Sabbath day. Вот, продолжаем. Заповеди в Исходе и Второзаконии. В Исходе написано «помни», а во Второзаконии написано «храни». Deuteronomy adds that your male servant and your female servant may rest as well as you when he talks about the Sabbath commandment. Когда говорится о заповеди субботнего дня, о покое, во Второзаконии добавлено, чтобы твои слуги мужского пола и твои слуги женского пола тоже могли покоиться так же, как и ты. Exodus says that we should remember the Sabbath because God created the world in 6 days and rested on the seventh. But then Deuteronomy says we should keep the Sabbath because God delivered Israel from Egypt. В книге Исход написано о том, что создание дано по причине субботы. Исход дает следующую трактовку. Творение как причина для субботы. А Второзаконие дает следующую трактовку. Освобождение из Египта как причина для субботы, для того, почему нужно хранить субботу. Deuteronomy promises 2 blessings for honoring parents. Второзаконие обещает 2 благословения за почтение родителей. You shall live a long life and you'll be blessed in the land that the Lord your God gives you. Ты будешь жить долго, если почитаешь своих родителей, сам знаешь, что это лично к тебе, и ты будешь благословен в той земле, которую, может быть, ты получишь. And Deuteronomy changes the order of the words in the 10th commandment. В Второзаконии еще и изменен порядок слов в последней заповеди. There are other detailed differences in the Hebrew as well. Есть разные еще детали и оттенки в еврейском языке, собственно. So, what I'm trying to show you here is that in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, all the way through the Bible, we have synopticity as a phenomenon. It doesn't begin with the Gospels. That's the point of all of this. Что я хочу, собственно, сказать, что вот эта синоптическая проблема, она не встречается в первый раз в Евангелии. Она существует в самом Писании с самого начала. В первых 5 книгах есть вот этот феномен, который я называю синоптичность. То есть те же самые события, описанные по-разному или помещенные в разный контекст. Samuel and Kings and Chronicles have many overlapping stories. Следующий пример. Самуила, 1-2 царств и 1-2 Паралипоменон или Хроник. Just like the Gospels, they have parallel stories with different details. Точно так же, как и синоптические Евангелия, есть взаимонакладывающиеся друг на друга события описания, есть параллельные истории с различными деталями. 1 Samuel 31 and 1 Chronicles 10 both tell the story of the death of Saul, but there are slight differences. Например, 1 Самуила, 31 глава и 1 Паралипоменон, 10 глава описывают историю смерти Саула, но есть различные детали в этих описаниях. 1 Samuel 16 all the way up to 1 Kings chapter 2 verse 11 tells the story of the life of David, and that's paralleled in 1 Chronicles 11 to 29. С 1 Самуила 16 главы до 1 Царств 2 главы 11 текста это история жизни Давида. И параллельно эта история рассказана и в книге 1 Паралипоменон с 11 по 29 главу. 2 Samuel 24:1 and 1 Chronicles 21:1 are one of the most famous examples of parallel stories that sound very different. Вот самый известный пример. 2 Самуила, 24 глава, с 1 стиха, 1 стих, и 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, это самый известный пример того же самого факта, поданных в различном контексте и описанные различными словами. 2 Samuel says that the Lord moved David to number Israel because the Lord was angry at Israel. Вот здесь написано, что это Господь подвинул Давида и внушил ему эту идею, чтобы он посчитал израильтян. Потому что
Господь рассердился на Израиль, на народ Израиля. 1 Chronicles 21:1 says that Satan tempted David to number Israel. А в первой паралипоменон 21 главе, в первом тексте написано, что это сатана искусил и внушил Давиду эту идею посчитать израильтян. I don't have to tell you there's no contradiction between those two statements. Мне даже, наверное, не нужно объяснять, что нет никакого противоречия в этих двух утверждениях. God used Satan to lead David to number Israel. Бог использовал сатану, чтобы сатана увел Давида в эту глупость пересчитать израильтян. That's not funny. Okay, there's another kind of synopticity, parallel stories. Есть и другого рода синоптичность. Это параллельные истории. Okay, this is a conventional story, a story that follows a similar pattern, even though each story is unique. Это такие общие истории. Истории, которые следуют похожему образцу, но каждая уникальна по-своему. Okay? So in the book of Genesis, for example, we read the story about Abraham and Pharaoh, and then a story about Abraham and Abimelech, and then later a story about Isaac and Abimelech. Вот передавайте привет от нас. Авраам и фараон. Параллельная история, похожая история взаимоотношения Авраама и Авимелеха, и такая же похожая история взаимоотношений между Исааком и Авимелехом. There's a famine in the land, and Abraham goes to Egypt. Есть вот эта история о том, как Авраам приходит в Египет. And Pharaoh tries to steal Sarah. И фараон пытается украсть у Авраама Сарочку. And God protects Abraham and Sarah. И Бог защищает и Авраама, и Сару. And punishes Pharaoh. И наказывает фараона. And Abraham and Sarah leave the land of Egypt with blessing. И в этой истории как бы такой хэппи-энд, такой финал. Авраам и Сара счастливо покидают Египет. Выходят из Египта. Later, Abraham goes to the territory of the Philistines. Позже Авраам приходит на территорию, в которой живут филистимляне. And Abimelech tries to steal Sarah. И вот еще один претендент украсть Сарочку. Его зовут Авимелех. And God punishes Abimelech. И Бог наказывает Авимелеха. And saves Abraham and Sarah. И спасает Авраама и Сару. And Abraham and Sarah leave the land of the Philistines with blessing. И Авраам и Сара выходят из земли филистимлян с благословением, как и в предыдущем случае из Египта. And then in the days of Isaac, there's a famine in the land. И потом во времена Исаака голод в земле наступает. And Isaac and Rebekah go to the land of the Philistines. И Исаак и Ревека, они приходят в землю филистимлян. And Abimelech tries to steal Rebekah. И Авимелех пытается украсть Ревеку. And God punishes Abimelech and saves Isaac and Rebekah. И что делает Господь? Господь наказывает Авимелеха и спасает Исаака и Ревеку. It sounds like the same story. Это звучит как та же самая история, не так ли? There's something special that God is doing when He is leading history in that way. Есть нечто особое, что делает Господь, развивая историю вот таким путем. So parallel stories are a different sort of synopticity. И параллельные истории – это еще одна сторона проблемы, синоптической проблемы. Okay, I want to say that synopticity is a characteristic of Hebrew literature. Я хочу сказать и утверждаю это, что синоптичность – это характеристика еврейской литературы. In fact, ancient Near Eastern literature in general exhibits features similar to the Bible. Дело в том, что другие образцы древневосточной литературы следуют такому же самому примеру, который мы находим в Библии, такой же самый литературный стиль. Ancient Near Eastern literature is Noahic. Древняя ближневосточная литература, она ноистична, от имени Ной, ноистична. Ancient Near Eastern people
learned their literary conventions from Noah and his children. Древние ближневосточные люди, они услышали эту историю от Ноя и его потомков. Так? The Tower of Унаследовали этот стиль литературный от Ноя и его потомков. The Tower of Babel was a perversion of Edenic culture. Обратите внимание, история Вавилонской башни – это извращение эдемской культуры. With the flood, in the days of Noah, the Garden of Eden was destroyed. Потопом во времена Ноя Эдемский сад был разрушен. There is no more single center for human worship in the world after the flood. Больше нет единого центра поклонения Богу, который был в Эдемском саду после потопа. With the Tower of Babel, sinful men are trying to rebuild their own new Eden. В истории Вавилонской башни грешное человечество пытается построить свой собственный эдемский центр поклонения. But their way of thinking that they want a single world center and they want to climb a tower into heaven like Eden was on top of a mountain, their way of thinking goes back to patterns that they learned from Noah. Вот этот вот стиль мышления, образец мышления, что должен быть единый центр поклонения Богу. И это попытка построить эту башню, чтобы достигнуть небес. Это все является тенью или проистекает из той идеи, что Эдемский сад был на горе, на вершине. И это было место, где человек встречался и поклонялся Богу. И это все услышано и получено от Ноя и его потомков. Okay, so synopticity is a characteristic of Hebrew literature. In literature, this is most broadly represented by Hebrew parallelism. Итак, вот синоптичность как характеристика еврейской литературы. В литературе наиболее широко представлено это так всем известным еврейским параллелизмом. Parallelism, simple parallelism, is repetition with difference. Простой параллелизм, что это такое? Это повторение того же самого с некоторыми различиями. This is now bone of my bone and Вот, flesh of my flesh. Вот кость от моей кости, моя Аллочка. Где она? Вот плоть от плоти моей, вот кость от моей кости была. Аллочка, я не вас имею в виду, а другую Аллочку. This is the very first poem that a human being wrote. Это самый первый образец поэзии, который человек написал. This is Adam in the garden responding to the gift of Eve as his bride. Это ответ Адама в Эдемском саду на дар Евы ему, который Бог подарил ему. Поэзия рождается в ответ на красоту не Аллочки, кто там был, Ева. I think he probably chanted these words. Я даже думаю, что он как бы так пропел эти слова. So that this kind of repetition with difference goes back to the very beginning. Итак, вот этого рода повторение с некоторыми изменениями восходит к самому началу, к первому человеку. The Lord is my strength and my song. Господь моя крепость и моя песня. He has become my salvation. Он стал моим спасением. This is my God and I will praise Him. Это мой Бог, и я буду прославлять Его. My Father's God and I will exalt Him. Бог моих отцов, и я буду превозносить Его. You see the same pattern of repetition with difference. Вы видите тот же самый образец повторения с некоторыми различиями, нюансами. As a literary feature, it makes you meditate and it makes you think on a story or a statement from different perspectives. Это такой литературный прием, который мотивирует вас задуматься о том, что вам сообщается, и посмотреть на этот факт с разных сторон. Do you all know Mount Fuji in Japan? Кто-нибудь слышал про гору Фудзияма в Японии? There's a famous. По крайней мере, 2 человека здесь слышали, остальные сильно тупят, да?
There's a famous painter in Japan that painted pictures of Mount Fuji from all different perspectives. Есть известный художник в Японии, который рисует гору Фудзияма с разных сторон. Обрисовал ее вообще вокруг, с разных сторон. I think there are 24 different paintings. Я думаю, что у него есть 24 картины той же самой горы. In one painting, there's a wave that is going like this, and you can see Mount Fuji between the ocean and the wave that is going up. На одной из картин нарисована волна, и вы видите гору Фудзияма, на которую накатывается волна. И у вас как бы перспектива. Вот с этой стороны волна, а вот здесь Фудзияма. The same mountain and the same story can be viewed from different perspectives so that we can see the whole thing. Та же самая гора, тот же самый факт описывается таким образом, чтобы мы могли рассмотреть этот факт с различных сторон, с различных перспектив. Mount Fuji is too big to see the whole thing with just one perspective. Гора Фудзияма, она слишком большая, чтобы мы могли увидеть ее только с одной перспективы, чтобы заценить все величие этой горы. Jesus is bigger than Mount Fuji. Иисус, конечно же, больше, чем гора Фудзияма, прекраснее и сложнее. Now, Не вызывает энтузиазм этот факт. to say that synopticity is a characteristic of Hebrew and ancient literature does not answer the question why. Why should it be a feature of the ancient world? Вот этот ответ на эту проблему найден в том понимании where are you? What is The top statement. Сказать, что синоптичность является характеристикой еврейской и древней литературы, это не значит ответить на вопрос, почему это должно быть таким применением литературы в древнем мире. Это не отвечает на этот вопрос. Почему так в древнем мире такая форма была литературная? The answer to the question why is to be found in the notion of the covenant, which the entire ancient Near Eastern world shared with Israel. Ответ на этот вопрос основывается в том, что мы понимаем такое явление, как завет, который в целом на ближневосточном мире разделялся вместе с Израилем. И Израиль, и ближневосточные культуры, они имели вот это представление о завете. Everyone in the ancient Near East descended from Noah, and they continued to think in covenantal terms, even though they departed from faith in the one true God. Все потомки Ноя продолжали думать в терминах завета, несмотря на то, что они удалились от поклонения единому истинному Богу. Это понятно, что я говорю? You remember Keep on. You remember that after the flood, God gave Noah a new covenant. Вы помните, что после потопа Бог дал Ною Новый Завет. He said, "Be fruitful and multiply and fill the earth." Господь сказал, будь плодоносным, размножайся и наполняй землю. It's the same thing that God had said to Adam and Eve. Это практически то же самое, что Бог сказал Адаму и Еве. Noah is a new Adam. Ной является новым Адамом. And he has a new covenant. И у него есть Новый Завет. And he knows that his relationship with God is covenantal. He thinks in covenantal terms. И он знает, что между Ной знает, что между ним и Богом есть завет. И он не может мыслить вне терминов завета. These are just a few books that have been written in the last 50 years or so about covenantal ideas and the ancient Near East. Вот всего лишь образец некоторых книг, написанных за последние 50 лет, которые говорят о идее завета, присущей всему древнему Ближнему Востоку. This book here, Treaty of the Great King, is by Meredith Kline. Вот эта известная вещь, размышления о великом царе. Это книга написана Мередитом Клайном. And Meredith Kline is basing his work on George Mendenhall. Мередит Клайн в своей работе опирается на Джорджа Менденхора. George Mendenhall noticed
that ancient Hittite treaties from the 2nd millennium BC had the same structure as the book of Deuteronomy. А вот этот вот человек, can you say name again? George Mendenhall. George Mendenhall. Is he German? No. Oh, well, he's an American of German descent. Yeah. Yeah. Американец с немецким происхождением. Он сказал, что хиттейские заветы, образцы, примеры заветов хеттов, найденные и относящиеся ко II веку до Рождества Христова, это тот же самый образец, который мы можем найти в книге Второзакония. George Mendenhall wrote his famous essay in 1955. Джордж Менdenhall написал свою знаменитую работу в 1955 году. And from that time, many books and many essays have been written showing that ancient Near Eastern people in Greece, in Egypt, all over Mesopotamia had basic covenantal thinking that was very similar. После этого написано очень много книг и размышлений на эту работу, которые утверждают, собственно говоря, один и тот же факт. Древние люди, древние культуры, греческая, средиземноморская, египетская, они все мыслили в структуре, в рамках завета. Because they're all descended from Noah. Потому что они все потомки Ноя, они все происходили от Ноя. And covenantal structures and covenantal ways of thinking were what they learned originally from Noah and his children, and that passed on from generation to generation. Заветные структуры, заветные мышления переданы от Ноя к его потомкам и от потомков Ноя на всю цивилизацию, которая развилась. Ну, мы знаем эти центры: Египет, Греция, Средиземноморье. If we take biblical chronology seriously, and I do, then we will know that Abraham and Shem could communicate. Shem was still alive all the way to the time that Isaac was born. Если мы серьезно подходим к библейской хронологии, а я серьезно к этому отношусь, в смысле, Ралф Смит серьезно к этому относится, и я разделяю тоже, я тоже подписываюсь, мы можем видеть, что Авраам и сын Ноя жили в одно и то же самое время. Фактически, до того времени, пока не родился Исаак, Сим был живой. Сим, сын Ноя, он был жив. И они общались, у них явно они были знакомы, ходили на одни и те же дискотеки. До того времени, пока у Авраама не родился Исаак. So the intellectual, cultural, and spiritual impact of Noah and his children remained in the ancient Near East for a long time. Интеллектуальная, духовная и любая другая традиция от Ноя передалась его потомкам и распространилась на весь древний мир. И в общем, люди по-другому просто не думали, они не умели думать вне заветных структур, вне заветных взаимоотношений. Synopticity is a feature of covenantal literature because covenantal literature is a witness. It calls for belief and demands responsibility of the hearer. Синоптичность – это отличительная черта заветной литературы, потому что заветная литература является свидетелем. Это призывает к тому, чтобы верить, и требует ответственности от того, кто слышит это. The Bible says testimony should be established in the mouth of 2 or more witnesses. Библия говорит о том, что свидетельство должно быть установлено при 2 или более свидетелей. Therefore, with few possible exceptions, every important story in the Bible has multiple witnesses in some form. И таким образом, может быть, с некоторыми редкими исключениями, за редкими исключениями, которые только подтверждают правила, мы видим, что каждая важная история в Библии имеет многочисленных свидетелей в той или иной форме, в различных формах. The Gospels offer fourfold testimony to Jesus as the Messiah by men who had been chosen to be his witnesses. Евангелие предлагает четырехскладное свидетельство
об Иисусе как о Мессии, и это свидетельство подтверждается многими людьми, которые были избраны быть Его, с большой буквы, Его свидетелями. The testimony that they record then is multiple, but it requires a response from us. И вот свидетельство об Иисусе Христе как о Мессии записано с различных сторон, много свидетелей. И поэтому это налагает на нас ответственность в восприятии этой информации. Shouldn't we have any kind of break? It's up to you. Seriously? Why I didn't know that before? Вот на этой интересной истории, это тоже древнееврейский способ рассказывать истории. Отец рассказывает историю, на самом интересном месте делает перерыв. И таким образом он возбуждает в своих детях интерес к тому, чтобы продолжить. Мы сделаем перерыв. Okay, we'll take a break. Can we just finish this one slide? Еще один слайд, и потом будет перерыв. Okay? So Matthew, Mark, and Luke are three witnesses. Итак, у нас есть три свидетеля: Матфей, Марк и Лука. Matthew, Mark, Luke, and John are four witnesses. У нас есть четыре свидетеля: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. And because Matthew, Mark, and Luke have very much the same story, you can put them together as one witness and make John a second witness. You can have 3, 4, or 2 witnesses to the life of Christ. Итак, из-за того, что информация в Евангелиях Матфея, Марка и Луки очень похожа, мы можем их объединить и сказать, что это один свидетель. И потом, раз у нас еще есть история Евангелия от Иоанна, и таким образом мы можем говорить о том, что у нас есть два свидетеля, вот эти синоптические авторы, Иоанн. Мы можем говорить, что у нас есть 4 свидетеля, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. И мы можем говорить, что у нас есть 3 свидетеля, это Матфей, Марк и Лука. Это понятно? So now we will take a 30-second break. И теперь 30-секундный перерыв, и мы продолжаем.